Всем привет, меня зовут Оля. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я съездила в город Салента, который находится в Колумбии, а также сходила в поход в долину Кокора. Это был один из самых вспоминающихся и классных походов для меня. Если вам такая тема интересна, то продолжайте смотреть данное видео. Чтобы доехать до Салента из Боготы или Кали, а я ехала именно из Кали, то сначала нужно доехать до города Армения. Дорога занимает около 3 часов из Кали до Армении. Обойдется это в 34 тысячи колумбийских песо, что примерно 9-10 долларов. Далее необходимо пересесть на другой автобус до Салента. Дорога занимает около часа и стоит 4 тысячи колумбийских песо, что равно 1 доллару. Салента – это маленький городок с яркими цветными домами, а также с огромным количеством крафтовых магазинов, где вы можете купить подарки на любой вкус. Там большой выбор недорогих хостелов, которые находятся близко к центру города. Я остановилась в The Corner Hostel за 4 доллара. Это где-то 3 минуты от центральной площади. Так что моя вам рекомендация. Желательно отправиться в поход как можно раньше, чтобы избежать большое количество народу. Я поехала в 8 утра. Джипы находятся на центральной площади, их будет тяжело не заметить. Отправляются они обычно, как только джип заполнится, примерно каждые 15-20 минут. Поездка в обе стороны обойдется 8 тысяч песо, это 2 доллара. И обязательно надевайте удобные походные кроссовки, берите с собой дождевик, какую-то еду, чтобы перекусить, и много воды. Как только приезжаете на место, вы выбираете, каким путем пойдете. Есть вариант пойти сначала длинным путем, а в конце посмотреть пальмы и вернуться коротким. Для этого вы поворачиваете вначале направо. Другой вариант пойти коротким путем и посмотреть на пальмы, а далее вернуться длинным путем обратно. Поэтому вы поворачиваете вначале налево. Мой совет сначала пойти посмотреть пальмы, а далее уже вернуться длинным путем. Позже объясню почему. Первая часть похода, наверное, была моя самая любимая. Светило солнышко, вокруг были необыкновенные виды. Зеленая трава, ручейки, домашние животные встречались на пути. Чтобы начать поход, нам необходимо было оплатить 5000 колумбийских песо. Это примерно 1,5 доллара. Нам очень повезло с погодой, но накануне этого дня проходил дождь. Это можно заметить по дороге и количеству замесившейся грязи. Обойти ее было достаточно трудно, поэтому мы все благополучно в ней измазались. И каким-то чудесным образом я не уронила телефон в грязь при съемке видео. Постепенно дорога менялась, мы уже не шли по грязи, а шли по каменистой дороге. Проходя данный путь, я чувствовала, что нахожусь в альпийских лугах. Все казалось каким-то сказочным и нереальным. Изначально я переживала, что мне придется идти одной, потому что я приехала очень поздно и не встретила людей, с которыми можно было бы вместе сбираться. Это не очень круто, потому что ты можешь идти в своем темпе, никого не ждать, фотографировать сколько тебе хочется и наслаждаться. Поэтому я очень довольна. И здесь, кстати, не опасно, потому что здесь охраняются, здесь посты. И каких-то левых людей здесь не будет. Далее постепенно мы начали входить в лесную зону. На пути мы встретили несколько водопадов и периодически останавливались, чтобы сделать фотографии и просто полюбоваться. Дорога по большей части была каменистой и мокрой от воды, что создавало небольшую трудность, так как наши кроссовки скользили по камням. По пути мы встретили собачку, которая в дальнейшем прошла весь путь с нами до пальм. Также несколько раз нам встречались подвесные мосты, которые при переходе качались из стороны в сторону. Один из ребят переносил собачку через мост на руках, так как она очень боялась. На данной части пути мы шли в основном на подъем, и это стало ощущаться. Приходилось чаще останавливаться и отдыхать. Уже было не так много красивых видов, так как мы находились в лесу, и вся наша энергия уходила на подъем. Но в один момент я остановилась и поняла, что вокруг меня тишина.
и только звуки природы. Я решила дать тебе пару минут, чтобы просто насладиться этой тишиной и понять, что цель похода не в прибытии на вершину, а в самом процессе похода и в том, что встречается тебе на пути. Я стояла в течение 2 минут и просто исследовала все, что находится вокруг меня. Далее мы добрались до фермы, и снова засияло солнышко. Мы уже понимали, что практически пришли к пальмам. Наверху мы остановились на несколько минут, чтобы передохнуть. Но вот она, финальная и самая главная часть похода. Самые высокие в мире пальмы. Для входа на смотровую площадку мы заплатили 10 тысяч колумбийских песо, примерно $2,5. К этому времени уже значительно похолодало, и нам пришлось надеть ветровки. Мы провели около 15 минут на вершине, чтобы сделать фотографии. Как можно заметить, было достаточно облачно и туманно. Возвращаясь к тому, что я говорила раньше, сначала лучше пойти посмотреть пальмы, чтобы как раз-таки избежать тумана и любоваться пальмами при солнечном свете. Если честно, нам было немного обидно, что не удалось увидеть пальмы при хорошей погоде. Порой было так облачно, что мы могли видеть пальмы, только которые находились вблизи нас. Тем не менее, я осталась довольна. Пальмы невероятно могучие и красивые. Их высота достигает 60 метров. Это действительно чудо природы. Я считаю, что долина Кокора обязательна к посещению. И определенно могу сказать, что этот поход я запомню надолго и буду рекомендовать всем, кто решит отправиться в Колумбию. Ну что ж, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. И сейчас я хочу рассказать вам о конкурсе. В Колумбии я приобрела вот такое кофе бренда Juan Valdez, очень знаменитый, известный своим качеством и вкусом. И я хочу разыграть 2 вот этих упаковки кофе. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо быть подписанным на мой канал и также оставить комментарий. Конкурс будет действительным только для участников из Москвы, чтобы я могла вам привезти кофе. И если будет участвовать более чем 3 участника. Еще раз всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока.